Девчонки, а у нас снежок. Выпал снежок. Мои пошли лепить снежную бабу. Я тоже погуляла, подышала свежим воздушком. Девочки, вот кого я вам сейчас покажу. Моя новиночка за 329 гривен. У кого эта новиночка есть? Sunset Love зовется. Сейчас мы с вами будем делать распаковочку, девчонки. Так, сейчас я здесь на пол положу, поставлю эту красопету. И тут фиалка живет с некоторых пор. Так, девочки, посмотрите на эту красопету. Никогда мне не встречалась, а может быть и встречалась, но я ее не отмечала для себя. А это зашла в сельпо, я вам показывала, и увидела эту красоту. Но вы знаете, девочки, я думала, что цветочек побольше. Я так понимаю, что она как мультифлорка. Запаха пока нет. Посмотрела, там 3 экземпляра, вы видели. И среди 3 экземпляров мне показалось, там в темноте свет приглушенный был, что вроде это как самый, ну, самый достойный. Там 2 достойных экземпляра было. В таких маленьких горшочках матовых они приехали. Девочки, под номером идет. Не вижу я здесь название сорта. И на целлофане обычно, смотрите, обычно идет вот эта этикеточка, а сейчас на целлофанчике пробили вот эти все условия содержания. Видите, как интересно. И вот фаленопсис, тра-та-та и номер. Ну, листик хороший, это такой, знаете, подросточек. Сейчас давайте мы сейчас ее откроем и посмотрим. Я, наверное, знаете как, наверное, сейчас я ее вот так вот вытащу просто. Так, целлофанчик. Не буду разрезать, а просто вытащу. Сейчас, девчонки, вытяну. Не взяла, как всегда, держатель. Сейчас вытяну и вам покажу эту красоту. Вот, все, я справилась. Вот такой хорошенький, зелененький, девчонки, кустик. Посмотрите. Не мерзлый. Ну, есть там немножечко пожелтевшие корешки. Она полита. Листики такие у нее интересные. Тургор хороший. Такая красопета, девочки. Девочки, точно Sunset Love. Не ошибаюсь. Но мне кажется, что он. Я уже посмотрела там в интернете, прям в магазине. Включила интернет, был 4G. Посмотрела и вижу, что это она, красотка. Видите, сколько у нее бутошек. Девочки, уже соскучились мы за покупочками, за новыми обзорчиками. Ну, сейчас холодно и нету поставок таких. Вы видели очень скромное количество орхидей в сельпо. Я не знаю, когда их привезли, но мне кажется, это как из свежего. Что-то свеженькое. Там беленьких было много. Листик такой классный. Цвет такой интересный. И мне кажется, что эта розеточка будет компактная. Горшочек очень миниатюрный. Вот этот производитель, он высаживает в такие горшочки матовые. Девочки, я надеюсь, что она постоит в теплых условиях квартирных. Может, я услышу аромат. Напишите в комментах под видео, чем пахнет. У кого есть Sunset. Вот прям интересно. Я уже пихала нос в этот цветочек. Не слышу я никакого запаха пока. Но мне кажется, что она должна немножко адаптироваться. И тогда, думаю, появится аромат. Вот такая вот красотуля наша. Вот, девчонки, люблю я такие спонтанные покупки. Вот никто не планировал, и никто даже не думал, что сегодняшний выходной день увенчается вот такой вот прелестной покупочкой. Посмотрите, какая она интересная, вся в крапушку. Расскажите, девочки, как вы думаете, как этот сорт для вас? Нравится, не нравится?
ожидания ваши этот сорт оправдал или не оправдал. Единственное, что я, конечно, не сильно большой поклонник мелкого цветка. Здесь, наверное, сантиметра 3-4 цветочек, небольшой. И я как-то так, знаете, рябушка симпатичная, неоновая серединка, но такая она маленькая. Надеюсь на то, что она будет как мультифлорка. И когда их будет, если много, этих цветочков, то это будет уже, конечно, более, ну, более объемистое цветение. Вот так, когда приближаю поближе, она поярче кажется и поинтереснее. На расстоянии она теряет свою яркость. Но интересный такой цветочек, плотненький. Тыльная сторона цвета манго. Ну, не выражена, но вот так, с зеленцом. Интересный такой кустик. Интересная новиночка. Лист очень сочно такой зеленый. Листва зелененькая, сочная такая, прям вообще. Но вижу, девчонки, посажена она в кору. Ну, возможно, может быть, и есть торфяной стакан, а может быть и нет. Но в любом случае нижний полив. Она хорошо полита, но она не чвякает, ничего. Так, я смотрю, вот только вот один цветоносик. Наверное, возможно, это ее первое домашнее цветение. Сейчас надо будет протереть листики и поставить ее, так сказать, в карантин. Вот такая красопета. Вы знаете, девочки, я в обзорах у девчонок видела, что попадаются в торговых сетях Sunset Love в последнее время частенько. И я для себя решила, что если мне попадется, то я, конечно же, его куплю. Но я не имею представления о его аромате. Надеюсь, что он подарит свой аромат со временем. Он раскроется. Но, скорее всего, что в пасмурный день он не будет дарить свой аромат. Надо дождаться солнышка. Я заметила, что даже ароматные орхидеи охотнее отдают свой аромат в солнечный день и в первой половине дня, с утра. Так что сколько бы я там его не нюхала в магазине, ничего я не уловила. Я очень надеялась, что на горшке, конечно, будет пробит название пробито сортом, но, увы и ах. Но я все-таки остаюсь склонна к тому, что это Sunset Love. Девчонки, вы меня в комментариях поправите. В общем, вот я стала обладательницей вот такого вот красивого, изумительного кустика нового сорта, которого у меня еще не было. Надеюсь, что мы с ним подружимся, девчонки, подружимся. В общем, вот такой красотун у меня теперь есть. Напишите в комментариях, что там он, как он себя ведет, какие трудности вы с ним испытываете, либо этот сорт никаких трудностей не приносит. Пишите все, девчонки.